Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада. Какое событие изменит твою жизнь в ближайшее время? Предлагаю досмотреть это видео до конца. Помимо совета карт, в конце прекрасным бонусом будет советы психолога. Перемены часто пугают нас, потому что они разрушают иллюзию стабильности. Но если вы чувствуете, что застряли на месте, значит, пространство уже готовит для вас выход. Какое событие изменит вашу жизнь? Это может быть встреча, которая перевернет ваше представление о себе. Или внезапное предложение, от которого невозможно будет отказаться, да? Или это предложение, от которого станет и страшно, и интересно одновременно. Но самое важное, это не само событие, а та дверь, которую оно открывает. Часто мы игнорируем первые сигналы. Странные совпадения, повторяющиеся мысли или внезапное желание все бросить. Это и есть подготовка к прыжку. Почему одно событие для одного человека становится крахом, а для другого трамплином? Все зависит от того, насколько вы согласны оставить старую версию себя в прошлом. Давайте проанализируем, в какой области вашей жизни накопилось больше всего энергии для взрыва и к чему на самом деле вас готовит этот период. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Смотрим, какая вы, какая девочка пришла на расклад. Ух ты! Посланник высших сил. Добрая, заботливая, нежная, хорошая мамочка. Может быть, род деятельности вашей... Ваш род деятельности связан с помощью людям. Может, не только людям, но в принципе, да. Может, не знаю, там, животным помогаете. В принципе, характеристика вас как светлого, доброго человека. Так, какая вы? Показан мне какой-то женский коллектив. И в этом женском коллективе вы, девочки, скорее всего, познаете, открываете новые грани себя, своей личности. Может быть, учитесь по-новому, по-иному как-то контактировать, я имею в виду, выстраивать коммуникации. Может быть, даже тут дуальность, черное-белое. Может быть, вам приходится приспосабливаться и, знаете, раскрывать весь свой потенциал. Может быть, не только вы про себя узнаете, что вы можете быть не только белой пушистой, да, а, к сожалению, некоторые люди нормального, в моем понимании, человеческого языка не понимают. Они воспринимают, значит, может быть, какие-то добрые, вежливые слова, уважительное отношение как проявление слабости. Может быть, вот в этом коллективе в каком-то, надеюсь, не все, конечно, но какие-то тут дамочки, может, вас даже спровоцировали для того, чтобы вы тут лишний раз задумались о том, что, знаете, для меня когда-то было откровением выражение, дословно не помню, но смысл заключается в том, что не всегда стоит избегать конфликтов, да, очень часто конфликты, они способствуют развитию. А другое дело, как умело совладать с этими, да, конфликтными ситуациями, как правильно обратить их в нужное для нас русло, как правильно использовать какие-то моменты, шансы, которые благодаря этому рождаются. Ну, как-то так. Ладно, забыла дословно, но вы поняли. Вот, так вот тут, может быть, вы тоже задумались о том, что,
по-хорошему, по-доброму как-то не получается. Приходится, наверное, где-то приспосабливаться, где-то отстаивать свои рамки и границы, где-то даже свою какую-то теневую сторону принимать, да, дабы разговаривать с какими-то дамочками на одном языке. Так, а какая вы еще? Ну, тут мне показана какая-то история. Много вы энергии, сил разбазаривали. Может быть, шансов давали. Тут нет мужских карт. Скорее всего, это ваше, в принципе, желание, может быть, отдавать свои ресурсы, делиться. Знаете, вот опять-таки находить подход к людям. Где-то у кого-то это желание быть хорошей, может быть, желание заслужить где-то одобрение, если с детства есть, остались эти паттерны какие-то. Тут все это может проиграться. Но мне показано это уже в прошлом. Вы столкнулись даже с тем, что ага, я тут старалась, я тут прикладывала усилия, я тут в любом случае шла первая, может быть, где-то на даже компромиссы какие-то. А в ответ комбинация из 3 пальцев. Тут сейчас вы как будто бы занимаете такую позицию. Тут стоите наперевес тут с каким-то то ли кинжалом, то ли мачете, я не знаю, такой здоровенный нож такой, и держите его перед собой. То есть всем своим видом вы транслируете, даете понять. Со мной прежние какие-то сценарии обесценивания, сценарии, где, может, даже проигрывали вы роль жертвы, уже не прокатят. Вы научились себя защищать, может быть, научились даже одним взглядом останавливать попытки манипулирования вами. При этом этот же кинжал вы держите перед собой, то есть люди видят его, то есть эти рамочки, границы у вас сейчас выстроены. По крайней мере, вы четко сейчас считываете в отношении вас, кто ведет там какие-то игры, манипуляции. Вы не хотите больше быть марионеткой, разменной монетой. Как-то так. Так, прошлая депрессия. Не знаю, в прошлом. Сейчас я уточню, о чем это. Из прошлого какая-то история такая, знаете, пережили вы, прожили. Может, это разочарование, как послевкусие осталось после этого. Это о чем? Угу. У кого-то, ну, может быть, разочарование в любовной сфере, у кого-то это, в принципе, разочарование во взаимоотношениях между людьми. Привело, ну, тут карта ведьма ведающая, к увлечению психологией, эзотерикой, таро. Может быть, захотели разобраться, почему так, почему я сейчас оказалась именно в этом месте, да, и как мне отсюда с минимальными, как сказать, последствиями выходить. Так, привязанность глаз, время. Ну, хотите, тут понятно, как многие из нас хотите улучшить свою жизнь. У кого-то руки связаны, привязаны, какие-то ограничения. И уже длительное время как будто бы не можете разорвать эти какие-то тут прям как канаты на руках. Вот как связаны. Но ограничения у кого-то это материальные, у кого-то это установочки ваши. Опять-таки, тут больше о балансе, умении не просто отдавать ресурсы, но оставлять себе и вкладывать в себя. Тоже как будто бы вас учат. Может быть, даже уже повторюсь несколько раз, вот эти вот такие какие-то уроки у вас болезненные были, но наконец-то до вас как будто бы частично доходит. Вы учитесь, и карта сила. На самом деле женщина очень сильная, ресурсная, но слишком много разбазаривала, слишком была даже наивная, хочу сказать. Какое-то пробуждение такое, оно болезненное. Может, в один момент осознали. Много шансов упущено, много шансов, опять, как повторюсь, раздавали как в никуда.
Так, еще ваша характеристика, сигнификация. По этой карте женщина на самом деле мудрая, сильная, сексуальная, привлекательная. Можете своей харизмой, если вам очень нужно, тут приручить любого Льва Львовича. Ну, мужчины на вас заглядываются, они видят вас. Эту манкость, сексуальность, харизму. Такая сигнификация ваша вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какое событие изменит твою жизнь в ближайшее время? Первое у нас. В каком состоянии вы находитесь сейчас? И что вас больше всего тяготит? Следующее. Какие процессы уже идут в тени, хотя вы их еще не осознали? Итак, что это будет? Личная трансформация, вот природа события, да? Что это будет? Личная трансформация, профессиональный сдвиг, рост, да? Или изменения в отношениях? Так, ваш личный вызов. Какое качество придется вам проявить, когда событие произойдет? Да, тоже интересно. И к какому новому качеству жизни это событие вас приведет? Перспективы, да? Смотрим, смотрим. Итак, в каком состоянии вы находитесь сейчас и что вас больше всего тяготит? Так, на прямых будем смотреть. Какие процессы уже идут в тени, хотя вы их еще не осознали? Так, смотрим природа события. Что это будет? Личная трансформация, да? Профессиональный рост, сдвиг какой-то профессиональный или изменения в отношениях. Какое качество придется проявить, когда событие произойдет? И к какому новому качеству жизни это событие вас приведет? Ну, давайте смотрим. Первое у нас. В каком состоянии вы находитесь сейчас и что вас больше всего тяготит? Так, на прямых, на прямых, на прямых, на прямых. В каком состоянии? Одиночество, как закрыты от всех, токсично, фатально. Ничего себе, что это? Дерево, ящик Пандора. Ну, давайте так, состояние какое? Что вас больше всего тяготит? У кого-то проблемы со здоровьем, может быть, с близкими, у близких проблемы со здоровьем. Карта дерева сюда же. Взаимоотношения с близкими, родными. Карта дерева сюда же. При этом попытки... Тут карта руны, ящик Пандоры. Это... Что больше всего тяготит? Наверное, неуверенность в завтрашнем дне. Тут, наверное, какие-то риски, которые сейчас возникают, да. Опять-таки, что-то манит, но то ли нет силы, нет импульса вот достичь того, о чем мечтаете. Как бы уже оно и сформировано, но почему-то как откладывается, откладывается, откладывается. Вижу тут попытки, вот хорошо эту карту прочту, это, знаете, как у кого-то это занятие, опять, психологией, у кого-то это попытки разобраться истинно, чего вы хотите, докопаться до сути. То есть вы не сидите сложа руки, вы будто бы почву подготавливаете на самом деле. Может быть, даже вам иногда кажется, там, прокрастинация. Ни хрена не делаю, да, хотя могу использовать. На самом деле процесс уже идет. Так вот, вас тоже может, кстати, это тяготит больше всего того, что время бежит, бежит, а как будто результаты вас не совсем устраивают. Ну и тут уже объективно могут быть проблемы со здоровьем, вы говорите. Ну, это как замкнутый круг, тут может быть психосоматика даже, да, вот накручивая. С одной стороны, вы говорите, у меня уже нет здоровья. Рисковать, идти во что-то новое, где-то там подставляться, где-то опять-таки вот эти вот высчитывать эти риски. А с другой стороны, тут же вы можете сталкиваться, как, повторюсь, замкнутый круг. Результат вы не достигаете, откладывается жизнь на понедельник или с Нового года, или еще что-нибудь, да, и вот
такое, может быть. Так, в каком состоянии вы находитесь? Мне тут одиночество, а дальше токсичность и фатально. Уж не знаю, девочки. Может быть, нехватка единомышленников. Может быть, тут как отчасти мне идет больше как энергетическое, как истощение. Девочки, вам срочно нужно подпитаться какими-то классными энергиями. У кого-то это, уже не знаю, прогулка в парке элементарно. У кого-то, уже не знаю, цветочки полейте, пойдите, которые у вас там, может быть, уже чахнут, нужно их полить, позаботиться. У кого-то прочтите 55-й раз любимую книгу, прослушайте аудиокнигу какую-то, да. Что вас наполняет, вдохновляет? Может, правда, поддержите кого-то, тому, кому нужна ваша поддержка больше даже, чем вам сейчас. Вот тут какое-то такое состояние нересурсное, девочки. Состояние апатичное. Мне так оно показано. При этом, не буду говорить, что разочарование вообще, ну тут как будто полоса, да, давайте так. Полоса какая-то такая, где вы уже и свыклись чувствовать себя одиноко, может даже как комфорт от этого какой-то части испытываете, особо не хотите ни с кем сближаться. Многие прям по этим картам так вот: хочу в лес куда-нибудь, подальше, поглубже. Ну, хорошо бы, чтобы был интернет, да, и эти какие-то блага цивилизации, а людей было поменьше. Ладно. И красивая природа. Ладно. Я утрирую, но вы поняли. Так, какие процессы уже идут в тени, хотя вы их еще не осознали? Так, на прямых. Ух ты, какая прелесть. Иерофант. Офигеть. Так. Мои ж вы зайки. Из куколки бабочка рождается. Замечательная, красивая. Но время пожинать плоды, кстати. Время уже разобраться со всеми косяками по жизни, которые там вы откладывали, не принимали последствия. Тут как будто бы принять нужно закономерно, что да, как бумеранги, да, вот за эти мои поступки мне прилетели логически, да, я получаю вот эти бумеранги. Это не хорошо, не плохо, ну, это, я приняла это и пошла дальше. Тут как будто вот это принятие очень важно. Ладно. То есть, если где-то вовремя вы там проявились, да, умнички, соответственно, вот результат вы какой-то получили. Если вы отложили, опять-таки, до понедельника, соответственно, результата не получили, то тоже принимайте то, что есть, да. Так, какие процессы уже идут в тени, хотя вы их еще не осознали? Девочки, первое, самое вообще такое тут классное, смотрите, это духовный рост развития. Это запрос вашей души. Опять-таки, вы не готовы находиться в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь. То есть вы по-любому, хоть вам кажется, вы там зависаете, на самом деле у вас тут может быть какой-то поток информации. Или идет уже, или в ближайшее время он на вас обрушится. И вы это все не просто там, ну, так, между прочим, слушаете. А тут хотите вы, не хотите, вы меняетесь. Опять-таки, вот эта карта, это классная. Карта муза, яркая, харизматичная. Тут женщина, там я видела до этого, было такое как истощение, да, желание, может быть, скрутиться клубочком, да, как это в позе зародыша и сказать: оставьте меня все в покое, да, уйти старушкой в печали. А тут я вижу, опять-таки, женщина на самом деле сильная. Вы, может быть, уже подходите к осознанию того, что нифига, врешь, не возьмешь, я не сдамся. Врагу не сдается наш гордый варяг. То есть процессы уже идут, запущены, вы не согласны всю свою жизнь там проводить в тени или в глуши на самом деле. Тут вы нуждаетесь опять-таки в яркости жизни. Сами хотите быть такой яркой, наполненной, харизматичной. Оптимистка девочка на самом деле. Тут может быть уже вот этот процесс, он и запущен. И состояние тут, как ребенка обидели, видите, слезки текут. Вы говорите: нифига, не позволю никому себе в первую очередь.
пребывать в этом депрессивном состоянии, обижаться, ни на кого не буду, и на себя уж точно. Всем все прощаю, а себе и тем более прощаю. Вот княгиня, тут вы уже, знаете, на пороге таких изменений, я вам хочу сказать. Тут осознанная женщина. Женщина, которая вот эту корону одела, и она знает, что да, я только так и буду ходить теперь. Вот в магазин за хлебом. Вот, в короне. Вы поняли, да? На самом деле вы уже готовы, тут повторюсь, вы говорите, бумеранги, да, приняла, замечательно, все. А теперь я открываю свою жизнь для подарков. Все, мои двери открыты, и теперь моя жизнь будут подарки, принимать буду. Да, тут без сарказма, на самом деле. То есть уже процессы эти запущены. Классно, все классно. Не согласны вы тут подвисать, зависать, где-то плакать, о чем-то сожалеть. Нет, нет, все. Это уже в прошлом, девочки. Так, природа события. Что это будет? Это будет личная трансформация, профессиональный там рост какой-то или изменение в отношениях. Что это будет, собственно, да? Какое событие изменит твою жизнь в ближайшее время? И что это будет? Ух ты, уже первое мне нравится. Это классные какие-то события, которые влетают в вашу жизнь. А следующее мне какая-то ярость, белая ворона, капец, царевна, освобождение, Эрос. Вот только от не Эроса, ну почему нет? Это неотъемлемая часть нашей жизни, прекрасная часть. Ну ладно. Ну ладно, что же это будет? Что это за событие будет? Ну ладно, 100% это будет окрашено еще какими-то сексуальными красками, карта Эрос. Давайте так, освобождение, тут царевна, девочки. Ну, царевна вообще эта карта как читается? Ну, давайте я так не буду и преуменьшать, и преувеличивать, как есть. Вообще это женщина, которая, ну, женщина, да, в данном случае мы о вас, женщина, которая может преувеличенно даже много тратить материальных вот там, ну, средств, да, на себя любимую, даже если, допустим, вот, семейный там бюджет не совсем позволяет какие-то траты, а, допустим, женщина вот, может там взять, ну, я утрирую опять-таки, какую-то сумму, которая отложена там на поездку в конце, там, уже не знаю, сезона, там, в летний сезон, складывается, там, семья, да, откладывает, и вот планирует там все вместе там куда-нибудь на моря, да, отправиться. Вот женщина пошла, увидела, допустим, какую-то, уж не знаю, там, шубку себе, шубку, ну, не знаю, кольцо дорогое с бриллиантом, и потратила эти деньги. И вот и все. Вот я хочу так. Или вот, ну, не совсем бюджет позволяет. Вот ей захотелось какой-то там новый модный ресторан, допустим. Ну, я понимаю, насколько оно как-то нелепо, вычурно это все звучит. Ну, в принципе, это характеристика женщины, которая где-то может даже идти от противного. О чем я? Долгое время может там жертвить, там выбирать любимых, близких, потребности близких, любимых на первое место ставить, да, допустим, может 10 лет ходить в каком-то пальто, но будет каждый сезон там покупать там ребенку там ботиночки там или пуховичок там или какие-то такие нюансы или новые гаджеты, а себе отказывать в чем-то там, в отпуске в каком-то, в минимальных даже каких-то радостях жизни. Как-то закрывать глаза. Потом в один момент, вот карта ярость мне тут об этом может быть. Знаете, вы можете столкнуться с тем, что вашу жертвенность никто не оценивает, ну, не ценит, да, считают как будто бы вы обязаны, это ваш выбор, а тебя никто не просил, это твой выбор, а что ты отказывалась, да. А вы, может быть, посмотрите, как другие женщины себя вот, ну, ведут во взаимоотношениях, и они более счастливы, и их ценят. А тут, может быть, вы сами столкнетесь с тем, что вы сами могли какое-то время сами себя обесценивать, да? Вот приносить на алтарь вот этой жертвенности себя, тут что-то такое.
И тут может быть вот от обратного, о чем я говорю. Что можете пойти и потратить. У кого-то это какая-то сумма, которую там в другое время, упаси Господи, я бы никогда не потратила, да, там, или откладывала там, уже не знаю. Я не говорю тут кардинально, что это что ребенку на обучение, вот вы пойдете протрынкаете. Нет, тут скорее такое, какие-то такие нюансы. Это просто вы пойдете и порадуете себя. У кого-то это не обязательно прям вот материальное, хотя тут такой подтекст все-таки присутствует. У кого-то это в принципе, вы решите заняться собой. Может быть, тут карта освобождения. Как разорвете какие-то, вот как шаблонное мышление какое-то, может быть, как родовые программки повторяете, да, вот там мама так себя вела, все перед там любимым мужчиной, да, вот, там, бабушка точно так же. Лишнее себе не позволит, но дом идеальный, там чистота, порядок, пылинки сдувают, я уже не знаю, полы намыты, блестят, и там, не знаю, мне так захотелось сказать, эти шнурки у мужа отглажены. Вот. А тут может быть, наплюете в какой-то момент на это все, или частично на что-то, и пойдете, может быть, там, не знаю, в кино с подружками. Или отпуск себе какой-то организуете, или хобби у вас какое-то появится, или уж не знаю, там вечером пойдете, там опять-таки, может быть, какие-то латиноамериканские танцы, запишитесь в группу там с девчонками, или восточные танцы. И вы какой-то такой кайф словите от этого. Я повторюсь, как освобождение, как по-другому на свою жизнь посмотрите. При этом вот карта Белая Ворона, знаете, тут я хочу это прочесть, как будто бы вы поймете, а я всю жизнь была какой-то вот как Белая Ворона. Может быть, меня и учили, и мне и говорили, и со стороны вроде бы я смотрела, да, вот так, ну, как другие женщины могли себе это все позволить. Почему я себе это не позволяла? Ну, тут что-то такое. И в конце карта Эрос, девочки, возможно, желание тут самой себе нравится, а у кого-то пойдет прям как по накатанной, вы будете ловить эти восхищенные взгляды мужчин, да, почувствуйте себя вновь желанной, сексуальной, привлекательной, и подумайте, боже, как здорово, я живу, дышу полной грудью, мне этого не хватало, оказывается, это так здорово, и мне всего этого не хватало. Ну вот мне так идет, девочки. Вот такая вот тут трансформация. Это скорее как, знаете, любовь к себе. Это скорее как самоуважение. Но тут идет через ярость. И ярость на кого направлена? Ну, на свой какой-то... на свой какой-то прежний, не обязательно выбор, ну вот как модель поведения какую, на свою же. Вот мне так идет, девочки. Так, твой личный вызов. Какое качество тебе придется проявить, когда событие произойдет? Ух тышка, мои зайки. Солнышко. Эгоизм. Здоровый в данном случае. Я 100% согласна, здоровый. Тут как ребенок, внутренний ребенок, порадуй себя. Боже мой, вспомни, что тебя там в детстве, в юности радовало. Наполни себя этой энергией солнечной. Да, опять-таки. Какое качество тебе придется проявить, что, когда событие произойдет. Ух ты. Так, что это? Что это? Угу. А тут будут постоянно напоминания вам со стороны, может быть, там осуждения даже каких-то дамочек, может, кстати, родных и близких. Вот, ты не заботишься о близких, ты эгоистка там, ну, траля-ля. Опять, как осуждение, может быть, непрактичность, ну, то ли... ну, тут вы как-то, может быть, нестандартно для самой себя будете проявляться. У кого-то даже тут может быть ревность со стороны мужчины вашего, да, если вы пошли там на себя потратить деньги. Может быть, в салон какой-то косметологический, еще что-нибудь такое. Тут 100% может быть непонимание, неодобрение даже.
Хотя подоплека этого всего — это ревность. Вы будете прекрасно выглядеть, у вас эта новая энергия появится, вы будете сами себе нравиться. Ну так вот, какое качество вам придется проявить, когда событие произойдет? Эгоизм, где-то умение настоять, довести до ума до конца начатое. Вот вы начали уже себя так вести, проявлять, ну вот и продолжайте. Посмотрите на каких-то, тут даже вот женщин, которые вот так себя, ну, и транслируют, по жизни так себя ведут, отстаивают где-то себя, свое право проживать ту жизнь, которую они хотят проживать. Вот тут мне так, вот тут ваше, вот, тут даже, ну, здоровый эгоизм 100% вам придется проявить, и где-то упрямство, и опять-таки тут рамки, границы свои, и не отстаивать, да, рамки, границы, и картокрадник не давать никому, знаете, даже шанса вас там осуждать или, ну, за глаза пусть ничего хотят, а вот если они там начинают вам что-то такие какие-то едкие замечания, там, знаете, какие-то хохмить там или претензии предъявлять, тут от вас что потребуется? Потребуется послать их в эротические дали, девочки, и сделать выбор в сторону себя. Да? Не дать этим людям разрушить вот какие-то эти робкие, хрупкие росточки, которые у вас только начнут тут формироваться. Угу. Вот по этим картам мне идет все хорошо, это как радость жизни возвращается, огонь какой-то, страсть, вот тут вот такое, страсть к жизни, тут вот темперамент, страсть, но это я не буду привязываться именно к мужчине какому-то, а может быть вам захочется быть такой сексуально привлекательной, это тоже можно сюда. Ну тут присоединяется уже и ревность какого-то мужчины, я вам хочу сказать, да. Тут уже может быть боязнь потерять вас. И отсюда могут быть и едкие какие-то замечания, и какие-то такие нелестные высказывания. Вам говорят, ты все это выстоишь, сможешь этому противостоять. Тут и не поддаваться на вот эти вот какие-то, знаете, провокации, шантаж, типа вы незаботливая, вы невнимательная, вы о себе больше. Это тоже может сюда. Может. Вот так. Это говорят, вот это все, это назад тебя будет, как вам сказать, назад скатываться будете в привычные какие-то модели. Угу. Крадник, это будет, ну, другими словами, это будет красть вашу энергию. Энергию на любые изменения. Да. И к какому новому качеству жизни это событие вас приведет? Вот интересно, посмотрим. Ух тышка. Сердце. Любить себя будете. Так. За спиной какие-то вампиры. Ключи. Правосудие. Привидение. Интересно, буду докладывать. Давайте так. Вы научитесь любить себя, несмотря на тут какие-то, может быть, со стороны... Тут недовольных будет много, но это логично. Если раньше вы там жертвили, если вы там угождали всем, ну или пытались быть хорошей для всех, да? А тут карта «Я люблю», открытое сердце, но я люблю себя в первую очередь. Я не теряю себя. Тут понятно, вампиры, которые потребляли до этого, пытались этот ресурс, любой ресурс оттянуть, они будут недовольны. Но к какому новому качеству жизни приведет? Вы найдете ключик к правосудию. К чему? К тому, чтобы ваши, опять-таки, ресурсы вы научились держать при себе. Правосудие, и тут, видите, весы, они ровно, они не перевешивают. То есть у вас не будет там какого-то там сумасшедшего, не знаю, эгоцентризма, у вас не будет вот этих вот там попыток, не знаю, компенсировать, и может какое-то время и будут, первое время, а потом, мне кажется, все равно все выровняется, тут как будто бы это закономерно. Хватит уже, опять-таки, сливать свои ресурсы, вам говорят, ключик вы получите к тому, чтобы противостоять, опять-таки, вот этим потребителям. Не сразу это произойдет. Причем вампиры, вот эти потребители, они ж скрытые, вам говорят. Они не в открытую это в отношении вас. У меня прям мурашки так идут, нехорошо.
На самом деле они могут быть очень рядышком с вами. Вот протяни рукой, и они рядом. И эти люди вот за спиной держат кинжал. Они могут вам улыбаться. Видите, как улыбаются? Ага, могут какие-то тут планы с вами строить. Смысл этого, то, что рядышком находятся, вот совсем рядом эти люди, которые, ну, скрываются за вот такими улыбчивыми лицами и масками, и пожеланиями всего хорошего, а вы научитесь ну, к ним ключик подбирать и отстаивать себя. И карта правосудия все выравнивается. Вы, ну, мне так идет, как будто бы вы на правильной дороге идете, товарищи. Последняя карта, хочу понять, о чем привидение. Я могу прочитать, что это процесс только запускается. Периодически все равно будут повторения, попытки этих людей оттяпать вашу энергию, ваши ресурсы, ваши возможности, ваши, ну, опять-таки, там, захотят они, дабы все вернулось на круги своя. Да, вот такое вот. Будто бы, конечно, им нравилось, как раньше. Но вам по святой воде, будто бы уже начался этот процесс. Все, уже по-старому не будет. Ну, как минимум, святой водой вампиров окатите, да? К какому новому качеству жизни это приведет, событие приведет? Ну, поменяется ваша жизнь в лучшее правосудие. Ну, тут будете ценить себя, любить себя, уважать. Тяжело будет. Так, где-то говорят, добавь легкости, да? Где-то какие-то будут не совсем удачи. Может, провокация. Провокация со стороны, кстати, того, кто рядышком с вами кольцом. Может, близкие совсем люди. Понятно, их тоже не в полной мере будет устраивать, да, изменения ваших формат взаимоотношений с самой собой. Ну, у кого-то даже, знаете, станет вопрос, вы можете задаться вопросом, а любит ли меня человек? Пока я была удобная, да, удобная, может быть, это как использование было, а настоящая ли это любовь с его стороны? Пока я там жертвила, я была, опять-таки, как удобная, ресурсно, интересно, да. Когда я больше начала внимания себе уделять, заботиться о себе, тут что-то уже не такая я. У кого-то и так может быть. Качество. Ну да, у кого-то тут будет выяснение отношений с близкими, родными, причем это будет носить такой характер, даже затяжной. Ну, в конце вы выходите в карта воительница, и девушка с мечом, которая научится рационально ко всему относиться, да, включать голову, как бы больно даже не было. Но это скорее отстаивание себя, собственных границ, рамок. И вы возьмете шансы, которые по жизни, может быть, в другое время вы не видели даже, эти возможности упускали. Тут как будто бы, когда вам в следующий раз подвернется вот шанс, действительно, по карте Клевер, это какой-то такой классный будет шанс, вы его без зазрения совести возьмете, используете, и это принесет вам счастье. Все, мои хорошие, вот такой расклад сегодня. И в конце бонус, совет психолога у нас. Любое внешнее событие – это лишь точка кристаллизации того, что уже созрело у вас внутри. Психологически вы готовы к переходу. И реальность просто предоставляет вам декорации. Не ждите, что событие сделает вас счастливой. Оно лишь даст ресурс, которым нужно уметь распорядиться. Грядущая перемена – это экзамен на вашу способность адаптироваться и масштабироваться. Помните, жизнь меняется не тогда, когда что-то случается, а когда вы решаете, что по-старому больше не будет. Теперь вы знаете, как встретить свой поворотный момент. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.